Привет вам от дерева с берега Катуни. Это вторая часть разбора песни Димаша «Что такое вечность? Значение вечности». И если вы не посмотрели первую часть, где была моя первая реакция на эту песню, очень необычная первая реакция, то обязательно вот я ссылочку вверху оставлю, посмотрите. Нажмите на паузу это видео, посмотрите сначала то, а потом вернитесь ко мне. Ну, быстро я пришел в себя, благо природа помогает. Так почему была такая первая реакция? Я попал в плен собственного шаблонного мышления. То, чего я пытаюсь избежать, и то, о чем говорю я вам, чтобы вы этого избегали, и чтобы вы очищали свое сознание от этих шаблонов. Что произошло? Я эту песню не видел, не слышал, но решил посмотреть сразу перевод песни. Посмотрел перевод песни, сказал: ого, вот это текст, вот это смысл, это же песня о жизни и смерти, о том, как душа покидает наше тело. Ну и, соответственно, в моей голове тут же какие-то шаблоны всплыли, как это должно выглядеть, что я должен увидеть, какую картинку я должен увидеть. А увидел я совершенно не то, что ожидал. И из-за этого произошел этот разрыв шаблона. Это, кстати, одна из основных причин, почему в последнее время мы с вами стали все труднее и труднее понимать друг друга. Как раз причина в шаблонности мышления. Причина в том, что каждый из нас живет в плену своего ума, в плену своего рассудка. А что такое ум? Это определенный набор шаблонов к определенным действиям. Такая очень субъективная оценка этого мира. И когда мы с вами разговариваем, стоит кому-то сказать что-то, что выходит за рамки вашего шаблона по этому вопросу, то сразу идет недопонимание. А если сказанная человеком фраза лежит вообще вне вашего шаблона, то это вызывает агрессию. Вот яркий пример, как я сам стал жертвой шаблонного мышления. Ну, давайте вернемся к песне. Благо дерево, вот эта природа, Катунь, помогает мне быстренько сложить этот пазл в одну картину. И сейчас я уже четко понимаю, о чем эта песня и почему был именно такой видеоряд. Да песня-то не о смерти. Смерти нет. Мы лишь переходим из одного состояния в другое. Нету смерти. Мы в современном мире настолько стали рабами своего тела, стали рабами своего ума, что мы и смерть стали воспринимать как что-то такое очень страшное, ужасное, и просто в трепет нас повергает сама мысль о смерти. Именно поэтому мы так очень тяжело воспринимаем утрату, потерю близких людей. Все из-за потери духовности, все из-за смещения приоритетов, все из-за того, что мы забыли, кто мы на самом деле. И вот эта китайская песня и Димаш нам в очередной раз показал, что смерти-то нет. Мы лишь переходим из одной жизни в другую, переходим из одного состояния в другое состояние. И песня-то как раз об этом, о вечности. Почему она называется «Что такое вечность?», значение вечности. И почему такой видеоряд? Мы видим жизнь. Мы на картинке видим жизнь. Мы видим историю, мы видим детей, мы видим радость, мы видим какие-то там страдания, но мы видим жизнь. Но никак не смерть. Потому что смерти нет. Вот такой, ребята, вывод я сделал после этой песни. Еще раз большое спасибо, что вы мне ее порекомендовали. И я понял, что мне еще предстоит увидеть очень много новых песен, как новых, тех, которых я не видел. И я обязательно буду делать первые реакции, потому что они, наверное, самые правдивые. Ну что, всех обнял. Пока-пока.